Есть такие места, в которых мысли начинают звучать иначе. Как-то тише, будто внутри наконец становится меньше шума. Дорога в эту пагоду проходит через рисовые поля, маленькие дома, старые деревья и случайных коров, которые медленно выходят прямо на дорогу, как будто им совершенно некуда спешить. И пока едешь здесь, появляется странное ощущение, будто время немного теряет свою власть. Последние месяцы я чувствовала себя потерянной. Не в какой-то драматичной форме, скорее уставшей внутри. Иногда от постоянной неопределенности, иногда от того, что быстро все меняется. Иногда просто от необходимости все время держаться. Это одни из моих первых видео, и хочется делать их чаще. Но проходит слишком много времени, и я начинаю переживать, что люди думают, словно я ленюсь. Но правда в том, что иногда не хватает сил. В последнее время с работой стало очень тяжело. Я работаю в сфере дизайна, и в какой-то момент начала замечать, как сильно обесценивается труд. Иногда несколько дней работы могут стоить меньше обычного ужина. И сначала кажется, ничего страшного, я сделаю больше. Потом это начинает накапливаться. Потому что дело даже не только в деньгах, а в ощущении, будто все, что ты умеешь, становится ненужным слишком быстро, особенно сейчас. Искусственный интеллект уже умеет делать изображения, тексты, музыку, и все это отличный помощник. Думаю о том, сколько людей скоро окажутся в этом странном состоянии, когда ты еще любишь то, что делаешь, но мир вокруг уже меняется быстрее, чем ты успеваешь адаптироваться. Наверное, именно поэтому мне так важно иногда уезжать в такие места. Здесь ничего не пытается быть актуальным. Эта пагода стоит на горе среди деревьев уже очень давно. Ей все равно, какие сейчас тренды, алгоритмы или технологии. Она просто существует. Именно этого состояния сейчас не хватает очень многим. Возможности просто существовать, без постоянного ощущения, что нужно куда-то бежать. Последние несколько недель, например, я не могу купить новые струны на гитару. И вроде бы это такая маленькая вещь, но почему-то именно от таких мелочей складывается внутреннее состояние человека, когда откладываешь даже то, что делает тебя счастливым. Потому что сначала нужно оплатить визу, потом жилье, потом еду, потом еще что-то. Думаешь, как прожить ближайшие дни.
И в какой-то момент твоя жизнь начинает состоять только из расчетов, хотя внутри все еще живет та часть тебя, которая просто хочет сидеть вечером с гитарой и петь. Наверное, самое сложное в путешествиях — это то, что со стороны они выглядят легче, чем ощущаются внутри. Красивые кадры никогда не показывают тревогу, не показывают моменты, когда сидишь ночью перед монтажом или пытаешься выполнить очередной заказ длиной в 3 дня за $20 с кучей безумных правок, которые ты даже не считаешь, чтобы не потерять возможность хоть какого-то заработка. Пока я поднимаюсь к храму, вокруг почти никого нет. Только ветер, какие-то птицы в деревьях и звук собственных шагов. В такие моменты я особенно ясно чувствую, насколько человек устает от постоянного напряжения. Физического, морального, внутреннего, от мыслей, тревоги. Необходимостью постоянно быть сильным, стабильным, выносливым. В последнее время меня все чаще тянет в такие места. Не из-за религии, а из-за ощущения, что здесь никто ничего от тебя не требует. Можно просто посидеть, помолчать, посмотреть. Хотя бы ненадолго перестать думать о будущем, потому что иногда будущее начинает звучать слишком громко. Особенно сейчас, когда мир меняется быстрее, чем психика человека успевает к этому привыкнуть. Иногда мне кажется, что технологии становятся все умнее, а люди все более уставшими. И я не знаю, каким будет мир через 10 лет.
но мне очень хочется верить, что в нем все еще останется место для чего-то настоящего. Мы все пытаемся не обесценить себя в этом бесконечном потоке информации. Наверное, поэтому люди до сих пор ходят в храмы. Неважно, за какой религией. Да и не за религией вообще, а за тишиной, в которой можно хотя бы ненадолго перестать воевать с миром, с другими людьми и, самое главное, с самим собой. И я не знаю, каким будет мир через 10 лет, но мне очень хочется верить, что в нем все еще останется место для чего-то настоящего. Для музыки, для тишины, для случайных разговоров, для медленных дорог через поля, для любви, для способности чувствовать. Потому что без этого все остальное просто теряет смысл. Берегите себя и пойдем смотреть закат.